сколько же тратит студент на месяц в Вене? Парни, можете просто skip. Это не совсем то, что я хотела, конечно. Выглядел я как мальчик. If you ever find yourself lost in the dark and you Плачу от can't красоты see, такая. I'll be the light to guide you. Всем привет! Добро пожаловать на новый влог, и это, кстати, первый влог в 2026 году. И как вы могли понять по названию видео, мы будем разговаривать о расходах. Точнее, сколько же тратит студент на месяц в Вене, и сколько вообще нужно на первое время для студента. Я очень хорошо понимаю, когда ты собираешься в новую страну, либо планируешь, и ты понятия не имеешь, что сколько стоит, сколько тебе нужно, где можно сэкономить и так далее. И поэтому я решила снять просто обычный влог студента. Как раз я буду снимать ровно неделю, сегодня 12 января уже вечер. Я буду снимать, кстати, еще это последняя неделя моего первого семестра, поэтому я решила заснять свой последнюю неделю семестра и как раз-таки поговорить о расходах, сколько нужно на месяц студенту в Вене. Завтра у меня мой последний экзамен, устный экзамен, и поэтому сейчас я просто буду готовиться, пить чай. И мы с вами уже увидимся завтра, поэтому всем до завтра. Всем доброе утро, я еду уже на экзамен. Это не совсем то, что я хотела, конечно. Ну, зато видела снег в этом году. Ребята, я только что вышла, я сдала свой экзамен, я надеюсь, меня нормально слышно. И вы просто не поверите. В общем, попалась та тема, на которую я прям очень сильно готовилась, которую я прям зубрила. И я прям очень-очень сильно обрадовалась, потому что я очень хорошо сдала. И вот, и сейчас я уже еду домой, и в целом, на самом деле, это мой последний экзамен моего первого семестра, и на этом вроде бы уже все экзамены сданы, осталась только вот неделя до конца учебы, наверное, будет просто курс, я думаю, но в целом я очень-очень счастлива. Ребята, сори, на момент, когда я записываю это аудио, у меня чуть-чуть больной голос, поэтому что есть, то есть. Итак, сколько же нужно студентке в месяц на еду в Австрии? И именно в Вене. Я обычно закупаюсь всегда в Lidl, ну или в Hofer, потому что это один из самых дешевых магазинов здесь. Шпар и Билл чуть-чуть подороже, но и там иногда можно найти что-то хорошее. И сейчас я как раз делаю закупку в Lidl, и в среднем моя продуктовая корзина в месяц выходит минимум около 150 евро и максимум примерно 200-220 евро в месяц. Это при том, что я готовлю почти всегда дома, где-то 95% времени, и практически я не ем вне дома обычно, за исключением тех дней, когда я подрабатываю в ресторане, потому что меня там кормят бесплатно. И честно, по моим ощущениям, цены продукты в Вене очень похожи на цены в Казахстане. Я бы не сказала, что здесь еда сильно дороже, ну, либо там дешевле, и многое стоит примерно так же. Поэтому, если готовить дома и покупать продукты в Lidl либо в Hofer, питание в Вене для студента получается вполне даже доступным. Я не знаю, что творится у меня на заднем фоне, но сейчас у нас 7 вечера, и я решила делать генеральную уборку. Сегодня после учебы я просто занималась рабочими делами, проводила созвоны и консультации, и сейчас вечером я поняла, что уже пора убраться, потому что последний раз я убиралась, по-моему, до Рождества еще, уже как месяц почти прошло, потому что после этого у меня были поездки, экзамен, готовка и так далее, и сейчас просто уже у меня просто, ну вот, что творится, в общем. И пока я буду убираться, я решила вам рассказать про свое общежитие, сколько я оплачиваю каждый месяц, и в целом про жилье в Вене.
Я живу в общежитии, и мое общежитие называется Стува. Этот вопрос мне задают просто под каждым моим видео, либо в Инстаграме и в Телеграме. У нас 2 комнаты, и у меня есть соседка. У нас у каждой из нас есть своя личная комната, и кухня такая средняя, не маленькая и не большая, и душ и туалет тоже общие. По сути, это как двухкомнатная квартира, где я делю кухню и санузел с соседкой, но у каждой у нас есть своя комната и свое личное пространство, что очень-очень классно. И за такую комнату я плачу 580 евро в месяц, и, конечно, есть варианты и подешевле, и подороже. Все зависит от расположения и условий в целом. В Австрии общежития бывают очень разные, можно делить одну комнату на двоих, либо иметь, как я, собственную комнату, но общую кухню и туалет. А бывают мини-апартаменты, где у тебя своя комната, и в комнате есть мини-кухня и собственный туалет с душем. Поэтому есть куча таких вот вариантов разных, и, соответственно, разные есть бюджеты. Если хотите посмотреть, какие есть варианты и выбрать что-то под свой бюджет, у меня в телеграм-канале есть список общежитий в Австрии. Там можно найти и жилье на любой вкус, и на любой бюджет. Поэтому можете обязательно посмотреть, чекнуть. Так, всем доброе утро. Сейчас у нас 7:40 уже, мне скоро выходить надо. И я вчера до 2, что ли, убиралась дома. И я все просто убрала. И так классно просыпаться в чистом доме, в чистой квартире, в чистой комнате. И сейчас у меня здесь чутка бардак, но не простой бардак, это просто то, что у меня осталось убрать. Что-то из косметики, что-то из уходовых штучек. И у меня очень много здесь вот пустых баночек, которых я хотела вам показать. Кому-то, наверное, будет интересно. Это все, чем я пользовалась с первых дней, как я переехала в Вену, в Австрию. И плюс у меня вот ничего не осталось из уходовых средств. Это вот тонер, который у меня остался буквально очень мало. Сывороток больше нет. Я вот все доиспользовала, пустая банка. И, в общем, в целом сегодня нам предстоит шопинг. Именно уходовых всяких штучек. И таким образом я еще могу вам показать, что сколько стоит. И вот, в целом, мне кажется, будет интересно, особенно девочкам. Парни, можете просто skip. Вот, и сейчас я уже буду готовиться на урок. И всем хорошего дня. Я не знаю, как зимой выглядит по-другому, потому что я не хочу волосы вытаскивать на холод. Знаю, что они будут очень сильно портиться из-за этого. И поэтому я как мальчик. Как вы знаете, я студентка в Вене. И сейчас учусь на подготовительном отделении. Про это я уже рассказывала в предыдущих видео на YouTube. А сегодня хочу поделиться, сколько же стоит моя учеба. За 1 семестр я оплачиваю 1840 евро. Дорого, да? И в году получается 2 семестра, значит за 1 год 3680 евро. И если разделить эту сумму на 12 месяцев, выходит, что моя учеба стоит примерно 307 евро в месяц. Такая красота у нас у всех получилась. Это вот наша. Мы сейчас пришли в Опер. Я взяла сосиску в тесте попробовать. У нас сейчас брейк-тайм, поэтому мы пришли в Опер возле школы взять перекус, напитки. И вот, я взяла хлеб, сейчас хочу взять колу. Прям очень хочу колу сегодня. Это один из моих любимых шоколадов. Опять я в кадре сразу. Олеся везде. Я всех рада видеть. Добрый день. Я родилась и выросла в Казахстане, в прекрасном городе Тараз. Всем привет, кто видит меня с Тараза. Также я знаю город Алматы, Астана сегодня. Я еще была в Целинограде, когда была с ним знакома. Моему другу с Целинограда, с Астаны. Газиз, привет. Ганис, Алматы, привет. Так, ребята, я уже дома, я покушала. И сейчас я собираюсь в центр шопиться. Мне кажется, это прям такая любимая часть девочек. Как я уже ранее говорила утром, что у меня ничего не осталось из уходовых средств. А что так пасмурно? Ну, ладно. И мне ничего не осталось, и мне нужно уже покупать. У меня ни крема, ни сыворотки, SPF уже почти заканчивается. К сожалению. Вот, и мне нужно все докупить. Но сперва я хочу вам показать все свои пустые бутылечки и выкинуть, наконец, потому что я их собирала и ничего из этого не выкидывала. Это я привезла из Кореи, Центелла, ампула, обожаю. Она у меня, к сожалению, закончилась. Я не знаю уже по счету какая, но я почти всю жизнь, вот сколько жила в Корее, 7 лет, я почти пользовалась всегда этой ампулой. Второе, что я привозила из Кореи, это
масло для волос. Она хорошая, но я считаю, что можно масло найти альтернативу везде, поэтому в целом я покупать его прям больше не буду. Ну и следующее, что я буду показывать уже все, что я покупала в Австрии. В магазине DM закупаюсь обычно всеми уходовыми средствами и так далее. Там очень классный ассортимент, очень есть и недорогие бренды, есть и дорогие бренды, конечно же. Сейчас буду показывать, что я покупала именно здесь. И первое, что я покажу, это тонер от бренда Balea. Balea, это, по-моему, это местный бренд. И у них очень много что есть, и тоник, и ампула, и для волос что-то, и для тела есть, и шампуни, и крема, в общем, все есть, они просто все производят. И это вот тоник, чистый ингредиент, подходит всем, она дешевая, я не знаю, сколько она стоит, евро 2, наверное, может и евро стоит, точно не помню, она дешевая, но она очень классная, я ее вот закончила, пустая. И следующее это ампула. Я не знаю, как бренд читается, но это с ретинолом, он тоже очень классный, он такой малюсенький, но в целом я, по-моему, использовала его то ли месяц, то ли, может, 1,5, но она мне очень тоже нравится, я в будущем обязательно тоже его буду покупать. Боже мой, тоже Balea, это уже крем для тела, во-первых, запах, невероятно вишневый, вкусный, сладкий запах, и стоит тоже очень дешево, сколько здесь, например, граммов? Грамм 200, грамм, да, 200 миллилитров, но она просто классная. И тут чуть-чуть еще как это будет? Oil, масло есть, и оно очень быстро впитывается, и вот это вот жирный остаток, то есть такого нет, и не липко, и ничего не остается. Очень классно хапсу. Боже мой. Когда ты разговариваешь на нескольких языках, у меня сейчас в голове только на корейском это слово выходит, но я не помню, как это по-русски будет. Ну, в общем, ладно. Я точно обязательно буду покупать, но у меня просто есть еще другой крем, который я использую, поэтому пока что нет, но я обязательно его куплю. И следующее, это, мне кажется, все знают, этим кремом пользуются и Хейли Бибер, какие-то еще модели американские от Веледа. Skin Food Light. В общем, это просто крем для лица, очень классно увлажняет, особенно подходит тем, у кого сухая кожа. И это у меня вот, это моя первая была. И сейчас как раз таки я пользуюсь вот второй. Там чуть-чуть у меня еще есть. Ой, а что, все что ли? Что-то казалось, как будто бы очень много было. Это крем для рук, тоже Balea. Просто болезнь Balea. Вот такой вот. Вот такой вот я использовала. И сейчас использую вот такой вот. Это самый мой любимый. Здесь тоже есть масло, оливковое масло, и оно очень классно, быстро впитывается. Вот, хапсу, впитываться. Ну вот, она очень хорошо впитывается. И вот эти вот с лимоном и ромашка. Ромашка. Ну, так себе. I've waited all day long, even though the song sounds strange, the way it makes me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I'm low, but very soon it's time to go. I've got this job to do while I'm here doing something for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling that we now know. Bless the telephone. It's nice to hear you say my name. Not very fast or slow, just a soft and low, the same as when you tell me how you feel. Еще очень много слышала про этот сет Balea, вот эти вот пилинги. Хотела попробовать тонер. Говорят, очень классно. Это сыворотки, витамин, пептиды. Интересно. Ребята, я только что пришла домой. Ну что ж, я уже пришла домой. Я там 1,5 часа в магазине просто ходила. Сегодня я купила все за раз.
Почему все заканчивается за раз? Нельзя там по чуть-чуть заканчиваться. У меня за раз все закончилось, и вот пришлось все покупать заново. Просто огромный пакет. И давайте начнем распаковку с интересного, что я взяла. Я взяла вот такие вот витаминчики коллаген. Этот вот такой вот комплекс витаминчиков коллаген, биотин и тирамид, как читается. И, в общем, его принимается около 10-14 дней. Я потом напишу сюда, либо в телеграм-канале. Вот, это комплекс витамин. В общем, я не буду объяснять, почему нужно принимать коллаген. Почитайте в интернете, если не знаете. Но вот, решила снова возобновить принимать коллаген. Этот комплекс нужно начать, а потом, чтобы сохранить и поддерживать результат, нужно уже пить просто как паудер, коллаген-паудер. Можно добавить просто в смузи, молоко, водичку, может быть, наверное. Ну, в общем, вот. Следующее, давайте буду показывать сперва, что я взяла для волос. Это вот такой вот сухой шампунь. Он супер известный, популярный, мне кажется, тоже все знают. Я почти всегда всю свою жизнь использую только этот, от этого бренда и в оригинале, потому что другие оставляют следы. Вот этот вот не оставляет ничего и очень классно справляется со своей работой. И следующее, что я взяла, весь ТикТок просто кричит, каждый второй покупает вот такое вот масло для волос, для кончики волос. Говорят, что он очень классный, поэтому как раз у меня, вот я вам показывала, что у меня закончилось, я решила тоже попробовать. И следующее, я обновила свою расчесочку. Смотрите, какая моллюска. И следующее, что я взяла, это краска для волос. Интересный факт, я крашу свои волосы в свой же цвет, темно-коричневый цвет, каждые 2-3 месяца, просто чтобы обновить. Мне кажется, так как будто бы свежее, что ли, волосы выглядят. Но не знаю, мне нравится, и каждый раз я использую новую краску, чтобы попробовать. И потом каждый раз забываю, какая была до этого. И вот, так что в этот раз вот такую вот взяла. И теперь давайте покажу, что же я взяла skincare. И следующее, что я взяла, это масло для очистки кожи после макияжа. Это моя вторая бутылка, у меня первая там стоит, чуть-чуть осталось. Я взяла вторую. Следующий этап – это умывалка от Балея. Видно? Вот такая. В ТикТоке говорят, что она очень легкая и очень классно умывает, и после нее типа вот такого вот сухого эффекта нет. Так что я попробую и потом скажу. Еще я взяла вторую умывалку. Этот я буду использовать просто на ежедневной основе, а вот этот вот. Пока я смотрела умывалки, передо мной две девушки взяли этот клинзер. От этого бренда у меня еще тоник. Вот, этот бренд очень классный, никогда не пробовала именно умывашку, поэтому решила тоже попробовать, раз все берут. Тут у нас AHA PHA Peeling Cleanser, серум от Балея. И из ТикТока я увидела два крема, которые я хотела попробовать. Я не решилась и взяла и то, и то. Первое это от бренда No Cosmetics. И если верить ТикТоку, она очень классно увлажняет. В общем, супер классный состав, тоже какой-то ceramid комплекс и так далее. Я хотела его попробовать. В общем, вот. И второе это от Hautsache. Вот так он выглядит. У этого бренда еще есть сыворотка и есть ночной крем, еще и дневной. Вот я взяла дневной, чтобы просто днем использовать, а это, наверное, буду вечером пользоваться. Если вы живете в Австрии, то скажите мне, какой SPF вы пользуетесь, потому что я не знаю, я не разбираюсь в них, я просто всегда беру 50 и все. И на этом моя распаковка заканчивается. Я плачу от красоты такая, да? Но нет. У меня всегда такая тупая привычка, когда холодно, когда чуть-чуть ветер, я все уже плачу без остановки. В общем, мы пришли в парламент. В общем. Всем доброе утро. Мы пришли на экскурсию в парламент с классом. Наша учительница устроила вот такую вот экскурсию. Не каждый день удается побывать внутри парламента, поэтому я решила не упускать такой момент и решила вот прийти.
сейчас идем кушать кебаб. Это просто мое любимое место. Обожаю. Мы частенько сюда приходим кушать кебаб. They say the whole world is watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we make the mundane our masterpiece.